Привет, друзья! Сегодня вас ждут умопомрачительные новости. Очень надеюсь, что смогу скрасить для вас ближайшие несколько минут хорошим настроением. Постараюсь рассказать все кратко, чтобы не тратить много времени, но четко, чтобы вы узнали все в деталях. И если вы готовы, тогда алга! Димаша показали на японском телевидении. Его исполнение «Иканаэде», с которым мы уже его видели на фестивале Абу Сонг Фестиваль, показали в эфире японского телеканала NHK. Также в эфире показали выступление еще одного казахстанца Ернара Садирбаева, который был отмечен первой премией Славянского базара 2018 года. Кстати, Ернар также известен как Амре, и многие его знают не только по выступлениям в Беларуси, но и по выступлениям на шоу «Голос» в России в этом году. А вообще, друзья, это круто, что на крупном телевизионном канале показывают выступление Димаша. Конечно, Димаш уже и до этого появлялся в Японии, но теперь с невероятным исполнением песни на японском языке. Скорее всего, он влюбил в себя всех зрителей телеканала. И я думаю, что вы знаете, что обычно одной встречи с Димашем достаточно. Так что похоже, что в семье Диерс в ближайшее время можно ожидать прибавления из Японии. В сети появилась информация, что, возможно, в апреле, спустя год после мировой премьеры, казахстанцы увидят фильм «Подсолнух» казахского режиссера Эли Гильман. С момента выхода фильм собрал рекордное количество призов на международных площадках. Его фильм получил 47 наград на 27 кинофестивалях и конкурсах. Отмечены практически все участники проекта. И мы уже рассказывали вам об этом фильме еще тогда, когда исполнитель одной из ролей, прекрасный актер Яркебулан Даиров, получил награду за свою работу. Сам фильм не коммерческий, и создатели решили перемонтировать концовку перед тем, как опубликовать фильм для широкой аудитории. Режиссер Эли Гильман сказала так: «Мы изначально потратили 3 дополнительных дня, чтобы снять другую концовку. Тема очень тяжелая, и сам фильм совершенно не коммерческий». Да, друзья, я думаю, если картина собрала 47 наград, это значит, что картина в любом случае найдет своего зрителя, и даже несмотря на то, что фильм не коммерческий, его может ждать очень серьезный успех. Так что в апреле будем ждать на экранах кинотеатров. Бой казахстанского полусреднего веса Шавката Рахмонова. Между прочим, он имеет статистику 14-0 против Карлстона Харриса. У него статистика 17-4 из Гайаны в UFC. Получил повышение. Что значит повышение? Это значит, что поединок, который состоится 5 февраля в Лас-Вегасе, был перенесен из предварительного карда турнира UFC Night 200 в главный. Для Рахмонова это будет дебют в мейн-карде UFC и третье выступление в промоушене. Шавкат Рахмонов – это казахстанский боец смешанных боевых искусств, самый молодой чемпион среди любителей. Чемпион М1 Global. Выступает под эгидой Ultimate Championship в полусредней весовой категории. В 2 своих предыдущих поединках в UFC Шавкат Рахмонов одержал победы удушающими приемами над опытными файтерами из Бразилии Алексом Оливейрой и Мишелом Празерисом. В настоящее время Номад ведет подготовку к возвращению в октагон в Майами, штат Флорида, США. И думаю, что нас ждет очень интересный поединок. Казахи традиционно очень сильны в единоборствах. Ну а Шавкат Рахмонов очень крутой боец. Так что будем болеть за него и желаем ему победы. Еще немного о спорте. Сейчас в Голландии проходит чемпионат Европы по футзалу. И одни из претендентов на титул в этом турнире – это сборная из Казахстана. И в предыдущем сумасшедшем матче казахи сыграли в ничью со сборной Словении. И самым большим удивлением для меня стало даже не то, что матч не закончился победой сборной Казахстана. Меня сильно удивил красивый гол Жомарта Токаева. Для наших зрителей я объясню. Президента Казахстана зовут Касым Жомарт Токаев. Жомарт из сборной по футзалу начал выступать в родном Аягозе. Затем перешел в Алматинский энергоколледж, а после в команду Житсу, после распада которой перебрался в Атырао, где и сейчас выступает. За национальную команду дебютировал в апреле прошлого года в матчах отбора к Евро-2022 против Израиля. Игрок забил 2 гола в 2 встречах. Позже Токаев оказался в заявке на чемпионат мира в Литве. На Евро-22 попал напрямую. Он сразу был в окончательном списке. И как он сам сказал, к вопросам по поводу имени он уже привык. И рассказал, что его даже пускали раньше в больницу без очереди. Но при этом он не имеет родственных связей с президентом Казахстана, а просто однофамилец. Вообще, лично у меня сборная Казахстана оставила очень приятное впечатление своей игрой. Были, конечно, индивидуальные ошибки, но такое бывает, это футбол. И хорошо, что все ошибки произошли в самом начале турнира, потому что мастера не дают осечку дважды. А это значит, что в следующих матчах мы можем надеяться на победу. Кстати, следующий матч состоится уже скоро, 25 января. И мы будем на нашем канале стараться рассказывать о последних новостях с турнира. Так что, если вы интересуетесь футболом, заходите, будем рассказывать о самом интересном. Друзья, пока что у меня все. Я снова приглашаю вас сегодня на прямой эфир на канале Эхо Питера. Знаю, у вас есть вопросы, поэтому заходите. Начнем в 15 по московскому времени. До скорой встречи!